Эта часть нашего нового цикла об эволюции человека посвящена человеку прямоходящему, или Homo erectus. Также в некоторых источниках его называют человеком выпрямленным. По ходу выпуска мы попробуем разобраться, от кого он произошел и чем отличается от своих предков. Также вы узнаете об истории открытия и изучения этого предка современных людей, его образе жизни, умениях, социальной структуре и представлениях об окружающем мире. Считается, что человек прямоходящий не является прямым потомком Homo habilis. Эректусы произошли от одной из более поздних разновидностей человека. Их наиболее вероятным предком считается Homo ergaster или человек работающий, который, в свою очередь, мог быть как прямым потомком человека умелого, так и произойти от промежуточного звена – человека рудольфского или Homo rudolfensis. Споры относительно происхождения и классификации человека рудольфского ведутся среди ученых постоянно. По одной из версий, он является прямым потомком хабилисов и переходным звеном к человеку прямоходящему. По другой, рудольфенсис развивался параллельно с человеком умелым и представляет собой отдельную ветвь эволюции. При этом он может быть нашим прямым предком, а может быть тупиковой ветвью развития. С другой стороны, сложности с определением видовой принадлежности человека рудольфского являются дополнительным подтверждением теории эволюции. Сходство строения его тела с телом Homo habilis говорит об их несомненном родстве. Но многих ученых смущает наличие ярко выраженных отличий. В форме его черепа имеется сходство даже с кинеантропом, еще одним видом древних людей, живших на той же территории примерно 3 миллиона лет назад. При сравнительно небольшом объеме мозга, около 700 граммов, рудольфенсис был достаточно крупным для своего времени гоминидом. Его размеры приближены к пропорциям тела современного человека. Рост от 150 до 180 сантиметров и вес от 45 до 80 килограммов. От хабилиса, с которым он существовал практически в одно время, от 2,3 до 1,5 миллионов лет назад, его отличали более крупные зубы. Но в распоряжении исследователей имеется не очень много материала для изучения, поэтому массивность рудольфского человека может быть объяснена всего лишь половым диморфизмом. Самые ранние находки, относящиеся к человеку работающему, имеют возраст около 1,8 миллиона лет. Первооткрывателем нового вида древних людей стал представитель знаменитого семейства антропологов Ричард Лики. Его родители, Луис и Мэри Лики, описали первых найденных хабилисов, а жена, которую зовут Мив, отметилась при изучении человека рудольфского. Итак, в 1971 году на берегу озера Туркана в Кении Ричард обнаружил хорошо сохранившуюся нижнюю челюсть ранее неизвестного гоминида. Правда, сначала эту находку отнесли к останкам Homo erectus. К отдельному виду людей она была причислена только в 1975 году, после более детального описания.
А в 1984 году все в той же Кении был найден знаменитый мальчик из Турканы. Он представляет собой почти полностью сохранившийся скелет подростка 9-12 лет. По другим данным, на момент смерти ему могло быть 13-14 лет. Позже было обнаружено еще немало находок, связанных с Homo ergasterом, в том числе и каменные инструменты возрастом 1,7 миллиона лет, найденные на территории Италии. Важнейшей отличительной особенностью человека работающего был его высокий рост. Взрослые особи могли вырастать до 180 сантиметров. Ученые объясняют такую резкую акселерацию наличием в рационе большого количества мясной пищи. Хотя ученые не могут однозначно сказать, что эти древние люди были активными охотниками. Возможно, они начали составлять более серьезную конкуренцию падальщикам или просто научились совместно отбивать добычу у хищников. Считается, что эргастеры изобрели такой важный инструмент, как обоюдоострое рубило. Оно изготавливалось из камня и по форме напоминало клык крупного хищника. Их предки, хабилисы, обтачивали свои примитивные орудия только с одной стороны. Также есть предположение, что именно человек работающий начал активно использовать огонь. Но некоторые исследователи приписывают эти изобретения уже их потомкам – эректусам. Примечательно, что по своему строению эргастеры были более изящными, чем более поздний человек прямоходящий. Они отличались более легкими костями и тонкими костями черепа. По форме лица они сильно напоминали современных людей. Зубы человека работающего были намного меньше, чем у более ранних гоминид, а объем их мозга достиг отметки в 900 граммов. Человек прямоходящий появился в Восточной или Южной Африке около 2 миллионов лет назад. Примерно через 200 тысяч лет он перебрался на Ближний Восток и начал расселяться в Европу и Азию, дав начало новым ветвям человеческой эволюции. В Африке проживали такие подвиды эректуса, как родезийский человек и атлантроп. В Азии позже появились собственные разновидности, вроде явантропа с острова Ява и синантропа с территории Китая. Еще в Китае обнаружены лянтяньский человек и юаньмаусский человек. Также возможными потомками этих выходцев из Африки стали хоббиты с острова Флорес. Наиболее развитым из них является синантроп. В Европе же проживал так называемый гейдельбергский человек, которого некоторые ученые считают одной из разновидностей человека прямоходящего. Другие исследователи считают гейдельбергского человека отдельным, более прогрессивным видом. Также они утверждают, что к классическим Homo erectus'ам можно относить только азиатские подвиды. Первые останки, относящиеся к человеку прямоходящему, как раз были найдены в Азии. В 1890 году голландский исследователь Эжен Дюбуа организовал экспедицию по поиску недостающего переходного звена между обезьяной и современным человеком. Это существо так и называлось – пятикантроп, что означает «обезьяна-человек». Найти его пытались по берегам реки Соло на острове Ява.
первые месяцы раскопок был обнаружен коренной зуб и черепная крышка, отнесенные к неизвестному виду человекообразных обезьян. Еще через год в этой же местности нашли бедренную кость, похожую на человеческую. По форме этой кости был сделан вывод о том, что существо передвигалось на двух ногах. Дюбуа назвал новый вид Питекантроп эректус, то есть обезьяна-человек, прямоходящий. В 30-е годы XX века другой ученый, Густав фон Кёнигсвальд, в этих же местах обнаружил хорошо сохранившиеся останки того же самого существа. После их изучения стало понятно, что пятикантроп с острова Ява однозначно принадлежит к роду Homo. Поэтому его название было изменено на явантроп, или человек салойский, по названию реки, возле которой производились раскопки. Следы Homo erectus в других регионах планеты были обнаружены еще раньше. Синантроп, или китайский человек, был впервые описан после обнаружения костей в гроте Джоу-Коудянь, близ Пекина, в 1927 году. В 60-е годы прошлого века в разных частях страны были описаны еще две разновидности эректусов, названные по местам обнаружения лянтянским человеком и юаньмаусским человеком. Первой находкой, связанной с присутствием эректусов в Европе, стала челюсть, обнаруженная при проведении раскопок в местечке Мауэр в Германии в 1907 году. Исследовал ее профессор Гейдельбергского университета Отто Шотензак, который и назвал нового гоминида в честь учебного заведения и города, где оно расположено. Позднее останки и следы деятельности гейдельбергского человека были обнаружены практически по всей Восточной и Западной Европе, а также на территории Африки. Есть подобные находки на Северном Кавказе и в Русской равнине. По зубу, обнаруженному недалеко от грузинского города Дманиси, даже получил название дманисский гоминид. Возраст этого зуба составляет около 1,8 миллиона лет. А самые поздние эректусы сохранились на Яве, примерно до 108-177 тысяч лет назад. А выродившиеся в карликов жители острова Флорес могли вымереть всего лишь 12 тысяч лет назад. Как мы уже говорили, человек прямоходящий отличался достаточно массивным черепом. При этом объем его мозга, в зависимости от разновидности, мог составлять от 850 до 1200 кубических сантиметров. В среднем взрослые особи имели рост от 150 до 180 сантиметров. Половой диморфизм у эректусов был достаточно ярко выраженным, то есть самцы намного превосходили самок по размерам. Основными занятиями человека прямоходящего, как нетрудно догадаться, были собирательство и охота. Охотились они в основном на мелких животных или ловили рыбу голыми руками. Правда, на стоянках Homo erectus в Алжире, Испании и других местах найдены кости более крупных животных, вроде слонов, носорогов и жирафов. Также там имелись инструменты для разделки мяса и другие орудия труда. Для описания социального строя человека прямоходящего в научной литературе закрепилось понятие «первобытное стадо».
Оно представляло собой примитивную общину, в которой наши далекие предки совместно добывали пропитание и защищались от опасностей. Исследование жилищ эректусов показало, что в них в течение длительного времени могли проживать представители нескольких поколений одной семьи или небольшого рода. Ученые считают, что между такими группами часто возникали стычки, приводившие к гибели людей. Также имеются доказательства каннибализма среди этих гоминид. В Китае обнаружены черепа эректусов со следами от каменных инструментов, используемых для отделения лицевой части от костей. Но есть находки, подтверждающие заботу о слабых и недееспособных членах коллектива. На бедренной кости одного явантропа имеются свидетельства экостоза, изменений костной ткани. Скорее всего, этот пятикантроп сильно хромал или даже не был способен на самостоятельное передвижение. Без помощи и защиты соплеменников ему было просто не выжить. Изучение черепа пожилого архантропа из Дманиси показало, что с возрастом он потерял практически все зубы. Но благодаря заботе своих родичей он смог дожить до вполне серьезного по тем временам возраста. В целом считается, что мужская смертность в этом первобытном обществе была значительно ниже, чем женская. Это была плата за переход к хождению на двух ногах. Роды для женщин стали более сложным и опасным процессом. Большим толчком в развитии человека стал переход на преимущественно мясную диету с отличным дополнением в виде трав, кореньев и плодов. Кроме того, эректусы смогли освоить приготовление пищи на огне, повысив ее калорийность и возможность усвоения организмом. Продолжая развиваться в интеллектуальном плане, они дали возможность человечеству перейти на следующую ступень развития. В завершении выпуска мы, по традиции, выражаем благодарность зрителям, которые досматривают все наши ролики до самого конца. Если вы хотите больше знать о происхождении и развитии жизни на Земле, истории появления различных живых организмов и прогнозах ученых на будущее нашей планеты, советуем обратить внимание на другие материалы, размещенные на канале «Эпоха динозавров».